Как же так произошло, что очень многие ТВ-боксы оказались заражены? Сегодня мы с вами разберем, что же произошло, но это очень быстро, а другой момент мы рассмотрим модернизированные прошивки и почему они сейчас стали опасны. И прям вот некоторые прошивки типа Slimbox, Sandman, они подвержены такой опасности заражения, что это просто жесть. Здесь у меня и сертификаты, и не сертификаты, и в принципе он будет ответ, почему я последнее время топлю за сертифицированные ТВ-боксы. Поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки на проверенные ТВ-боксы в описании под видео, а мы с вами приступаем на канале Технозон. Все начинается именно с вот этой вот новости. ФБР и Google нейтрализовали ботнет из более чем 2 миллионов смарт-телевизоров и медиаплееров. О чем идет речь? Дело в том, что ФБР совместно со специалистами Google по кибербезопасности нейтрализовали ботнет, который работал с помощью резидентного прокси-сервиса NetNut. Сеть охватывала более 2 миллионов устройств по всему миру и направляла трафик через домашние интернет-соединения пользователей. Тут пока не идет речь конкретно о конкретных прошивках и о конкретных пользователей, но мы уже общались с людьми из кибербезопасных структур некоторых наших украинских, и оказывается там все намного интереснее. 2 миллиона это всего лишь то, что они смогли зарегистрировать из тех серверов, к которым они получили доступ и которые они смогли изъять или отключить. То есть только про то, что они знают. То есть сколько спящих устройств не знает никто в реале. Теперь дальше. Ну там то, что основой ботнета стало там SDK модернизированное и все остальное. А теперь дальше. Тут самое классное пошло. Основой ботнета стал вредоносный набор средствами разработки программного обеспечения SDK, встроенный в недорогих устройствах на базе Android. Речь идет о смарт-телевизорах, стриминговых приставках и неофициальных приложениях, в числе которых SmartTube Next. Как вам? Посмотрели ютубчик без рекламы? После подключения к интернету такие устройства незаметно становились узлами прокси-сети, владельцы об этом даже не догадывались, злоумышленники пропускали трафик через домашние IP-адреса, поэтому системам безопасности было сложно обнаружить или заблокировать вредоносную активность. Теперь дальше. Уже там то, что ФБР отключила, классно, а вот в марте 2026 года компания Nokia Deepfield обнаружила новый ботнет Katana, усовершенствованный вариант вредоносного ПО семейства Mirai. Он захватил не менее 30 тысяч телеприставок на Android TV и способен генерировать DDoS трафик мощностью до 150 гигабит в секунду. На секундочку. То есть все вот эти DDoS-атаки на общественные организации, на государственные организации, взломы и все остальное делают с помощью ваших элементарных ТВ-боксов. Если раньше этим грешили дырявые роутеры, то сейчас это все перешло на ТВ-боксы. Здесь много разных моментов. Google сертифицирован тут от Google. Все это я вам размещу в описании под видео, все эти ссылки. И отчет именно Krebs on Security. И вот здесь даже Google Gemini. Я сейчас объясню, для чего он здесь. Сейчас все объясню. Все это еще пошло от старых ботнетов Batbox 2, но Batbox 2 не был так сильно подвержен атакам. Там был, конечно, набор каких-то старых, стрёмных, древних китайских ТВ-боксов. Вот они там, TX3 Mini, X96Q Max, там, ну, короче, ну, откровенное говно, там полное. Старый KM9 Pro, имеется в виду не сертификат, там были первые версии, они были не сертифицированы. MX9 Pro, MXQ9 Pro, X96Q, там какие-то Q9 стики. Ну, короче, полный галимый ноунейм на самом-то деле. Что же происходит сейчас? Когда, ну, вы, наверное, уже видели у меня на канале, мы выпустили с Тэша ТВ, грубо говоря, модификацию Slimbox прошивки. И она вышла очень интересная. Она вышла интересная в плане того, что нам пришлось в ней все урезать. Вот, пожалуйста, наш обзор. Это с Тэша ТВ на Tanix TX5 Plus, на Amlogic S905X5. За основу был взят Slimbox. Мы сейчас не будем этот сайт показывать, не будем показывать какой-то там вариант, где ее можно взять. Тут вопрос идет о том, почему на текущий момент возможно заражение ваших ТВ-боксов. Сразу говорю, сертифицированные ТВ-боксы мы откидываем. То есть вот эти вот там Mi-боксы, только не взломанный Mi-бокс, потому что их тоже взламывают сами люди своими руками. И именно полные сертификаты, да, мы берем, у которых нет root прав, у которых закрыты загрузчики и все остальное, там хаматы и очень много таких приставок. Их мы откидываем. Они не могут быть заражены. У них закрыт бутлодер, у них нет root прав, у них там не все так просто запускается. Их можно кастомизировать в рамках прошивки. Многие думают, что это закрытая система, там ничего нельзя. Можно. Все можно. А что же произошло с прошивкой Slimbox? Дело в том, что когда мы
мы разобрали прошивку Slimbox, там нашлись очень интересные вещи. Хотели еще и доказательства. Вот в эта вставка сейчас, вы просто, да, видите, вы сейчас видите вставку, что я вот на TX5 установил полностью новая прошивка. Это абсолютно новая прошивка. И мы его просто-напросто, вот он, и мы его просто-напросто сейчас включим, и я вам покажу, как легко заразить сторонние прошивки. Давайте. Включили. Slimbox TV пошел. Подождем. Пускай он, вот мы дойдем до первой настройки, я настрою при вас и проведу, скажем так, инъекцию. Объясню. Дело в том, что я написал приложение для своего смартфона, которое просканирует новый TV-бокс, на котором нет ни единой пользовательской настройки. Но зато есть просто прошивка Slimbox. Неважно, но я просто на прошивке Slimbox это покажу. Он просканирует сеть и просто-напросто сделает инъекцию и заразит TV-бокс без участия пользователя. При том, что вы можете резонно сказать, но это во внутренней сети, да. Но если наши любители халявы устанавливают приложение для просмотра халявы, любое приложение на такой прошивке может сделать инъекцию. Любое приложение стороннее. Вы думаете, почему существует так много приложений для просмотра фильмов? Они все показывают из одного и того же источника. Все. Либо, если вы установите какой-то мега бесплатный VPN, в котором вам наобещают всего, вы подключаетесь к какому-то хосту через туннелирование, а через туннелирование какой-то хост может просканировать ваш TV-бокс на открытые порты и просто-напросто провести инъекцию. Методов заражения может быть сотни. Я вам серьезно говорю, если вы пользуетесь такими прошивками, а я знаю уже дыры этих прошивок, я могу вскрыть любой ваш TV-бокс, нефиг делать. Это видео наносит образовательный характер для того, чтобы вы понимали, вот я сейчас уже подготовил, он уже моргнул, сейчас будет, я уже подготовил ADB риск, ну здесь не только вокруг ADB завязано, здесь завязано конкретно на скриптах, через init, то есть, ну, короче, тут много всяких моментов. Давай же, включился, все, давайте. Я выбираю пульт в инфракрасном режиме, так, английский. Давайте сразу выбираем мою сеть. О, боже, еще пароль через инфракрасный пульт ввести. Букву Т нажал почему-то. Стоп, ее надо удалить. Ай, давай, done. И введем. Ну вот, кстати, моя сеть, можете ее запомнить. Пароль, потому что мою сеть я использую только для тестов динамических. Блин, да что она выкидывает? Стоп. Опять Т. Вот, люблю я инфракрасными пультами. Так, вводить. Так. Все ж без монтажа, для того, чтобы вы потом не кричали, что ты где-то монтанул. Вот придется вам ждать. Ой, давайте ждем подключения. Все, есть. А теперь дальше момент. Давайте скипнем. Я не буду входить в Google аккаунт. Нажимайся. Инфракрасный, господи, еще направить надо правильно. Я не буду... Акцепнем. Я не буду входить в Google аккаунт, чтобы сразу вы там не сказали, что чего-то сделал. Так, скипнем. И здесь continue. Давайте continue. Так, проклацаем. И вот он, наш TV-бокс уже запущен. Настроенный. Я сейчас, ребятки, включу просто-напросто свой ADB риск. Извините, я скрою все команды, которые я буду туда делать инъекцию. Это мое приложение. Давайте я нажимаю сканировать локальную сеть. Он уже нашел TV-бокс, выдал, где он, выбрал. И мне достаточно нажать старт демонстрация для того, чтобы сделать заражение. Я нажимаю старт demonstration. О боже, TV-бокс потух. А почему? А потому что он уже заражен. И нам остается только лишь дождаться его перезагрузки. Я, кстати, перезагрузку вам демонстративно показываю, что перезагрузки не будет. Вот при реальном заражении перезагрузки не будет. Мне, кстати, телефон уже не нужен. Потому что вы потом все равно TV-бокс когда-то перезагрузите. И инфекция, ну, грубо говоря, инъекция стартанет сама. Она загрузит из внешних источников APK, установит, запустит и все. И все. Смотрите, ждем. Могу даже хлебнуть напиточка. Мы же ждем с вами инъекцию. Как вкусно, да? Ждем, загрузился опять главный экранчик. И давайте какой-нибудь эфемерный 3, 2, 1 и
И если бы я мог на это влиять... Опа, infected. Модель ТВ-бокса, Android 14, какой API, security patch, уже знаем, какие security патчи стоят со всеми его дырами. Какой билд, то, что он подписан тест-кейсом, то есть мы сюда можем подписать тестовым ключом и любое приложение сюда загонять, вообще любое, красота, взламывается на 5 минут, инфицируется за 5 минут. Так что, ребят, смотрите до конца. Вы же мне не верили? Смотрите до конца теперь мое видео. Об этом мы написали в своем телеграм-канале об одной из вещей. Пожалуйста, это самое мелкое, что может быть. Я написал, внимание, в чистом слимбоксе был найден предустановленный RuStore в системном разделе RuStore APK RuVK Store TV. Его манифест содержит разрешение на интернет, автозапуск, фоновую синхронизацию, просмотр удаленных приложений, установку и удаление APK, а также запрос статистик использования приложений. RuStore имел системную предустановку, сетевой доступ, автозапуск и разрешение, позволяющее удаленно взаимодействовать с российской инфраструктурой ВК RuStore. Это означает, что прошивка имела потенциальный канал удаленного сбора данных. Потенциальный. Я не говорю, что это так и было. Я не буду этого доказывать, у меня нет зараженного ТВ-бокса для того, чтобы... И не буду я сидеть анализировать трафик русских ТВ-боксов. Мы не утверждаем без сетевой экспертизы, что данные уже передавались, но сам факт наличия такого компонента в системной предустановке является неприемлемым риском. То есть мы это вычистили, само собой, то есть мы здесь привели некоторые его, скажем так, разрешения. Там установлен был и Aptoide TV, который, честно говоря, не имел такого набора различных моментов. Но теперь дальше. После нашего анализа этого всего дела я вам собрал интересный промпт. Просто, вы не поверите мне, я этот промпт разместил вам в описании под видео. И мы сейчас, в принципе, можно любой брать. Давайте мы зададим этот вопрос. Так как ИИ изначально на английском языке больше дружат, я описал все, что нашел в прошивке. Давайте допишу еще такой вот промпт. К промпту еще такую фразу. Answer me in Russian. Мы сейчас это скопируем, чтобы он правильно обработал все. Давайте зададим тот же самый вопрос, например, DeepSeek. И посмотрим, что нам DeepSeek скажет. Да, DeepSeek. Вы можете этот промпт скопировать, я специально для вас оставлю его. И давайте просто хочется, чтобы вы пообщались насчет этих уязвимостей, которые там есть, не со мной, а с ИИ, так как уже сейчас многие доверяют ИИ каким-то, Так, пускай он отвечает. Я вообще, честно вам скажу, тут использую ИИ для оформления YouTube-обложек, там какие-то стили рисую, по машинам там что-то спрашиваю. Для меня ИИ это такой инструмент, который позволяет мне как-то систематизировать информацию. Как его можно использовать и доверять ему полностью, я не знаю. Но давайте так. Как независимый аналитик по безопасности Android-прошивок я провел детальный технический аудит представленных данных. Для обеспечения объективности анализа разделим технические факты. Подтверждение, технические факты, подтвержденные. В данных прошивках, допустим, любых модернизированных, которые там собираются с Slimbox, Sandman и тому подобное, отсутствие базовой защиты, и я расписал параметры, какие там были. Означает, что ядро работает в небезопасном режиме, авторизация по ключам для DB отключена. А это очень немаловажный факт, я вам сейчас объясню почему. Любой процесс с доступом к сокету может получить отладочный доступ к системе. Далее, открытый сетевой интерфейс управления. То есть, по сути, ADB открыт и он назначен принудительно на порт 5555. Если вы думаете, что он стандартный, этот порт для всех, он, например, для Nexon X11 1325. Ни для кого не секрет, но здесь он принудительно для чего-то меняет этот порт для всех одинаково. Полное отключение механизма верификации. Скрипты, есть скрипты, которые принудительно отключают. Сами скрипты, не то чтобы там кто-то отключил ручками, нет, скрипты отключают проверку приложений, допустим, соглашение пользователя на проверку, Google Play Protect и блокируют компоненты обновления Google. Далее. Наличие векторов персистентности, закрепление в системе. Папка Data Local имеет права 777. Те, кто понимает в этом деле, не поймут, что этот самый большой доступ на запись и выполнение для любого локального процесса без прав root. На секундочку. Внедрен механизм выполнения произвольных скриптов при загрузке через initd.
где все права получают, любой файл получает права 777 и запускаются через RunParts. Потом дальше. Сбор и экспорт уникальных идентификаторов. Вот это я вообще не понял для чего. То есть там происходит конкретный сбор, экспорт уникальных идентификаторов устройства. Скрипты есть прописанные. И другие извлекают серийный номер, MAC-адрес, ID чипа, а также криптографические CSR материалы в WIDE1 через, я тут написал через какой tool, через Factory Extraction Tool, и сохраняют их на внешние носители или в разделы общего доступа. Зачем, не знает никто. Хорошо, дальше. Может быть, там кто-то отпишет, кто писал эту прошивку, зачем вы это делаете. Предустановка стороннего ПО, это ладно, это уже там напихали русторы, аптоиды и тому подобное. У меня по рустору вообще вопросов много. Кто его контролирует? С учетом того, что, по сути, Рустор может удаленно устанавливать в таком варианте приложение на ваш ТВ-бокс, даже не спросив вас. Оно конкретно прописано как системное, самыми полными правами, которые можно придумать. Даже у Google Play Market в смартфонах нет доступа к контактам. Там все есть. Там все есть. Ладно, дальше. Здесь недоказуемое утверждение, я тоже это помечал в своем промпте, что эта связь с ботнетами, net, POPA, BadBox не доказана. В коде прошивки не обнаружены бинарные файлы, это я признаю. Сигнатуры или адреса управляющих серверов C2, напрямую указывающие на присутствие прокси, клиентов тоже нет. Активная эксфильтрация данных, отсутствие дампов сетевого трафика означает, что факт передачи собранных данных третьим лицам на данный момент остается теоретической угрозой. То есть, тут вопрос в чем? Это всего лишь то, что я распаковал прошивку и вижу. Это значит, что пока что это не сделано. Но вот до оценки потенциальной безопасности я вам отвечу. Как может попасть в ТВ-бокс, например, в такой ТВ-бокс, какое-нибудь зараженное ПО, либо ботнет? То, что там Рустор, это понятное дело. Давайте уберем Рустор, потому что, во-первых, не во всех прошивках Слима есть Рустор. Не во всех, абсолютно, я это признаю. Но если роутер, например, это самая большая дыра для ботнетов, для хакерских сетей, если роутер заражен, и он внутри сети просканирует ваши устройства и найдет открытый порт 555 по ADB, он туда может закинуть любой файл, APK установить, и мало того, он закинет просто-напросто через initd скрипт, который при следующем старте вашего ТВ-бокса запустит любой APK-файл. И ваше присутствие здесь вообще не нужно. Вообще вы ничего не нажмете, вам не будет выдано никакое предупреждение, ничего, потому что изначально у initd, у всех там скриптов есть самые высокие права без root на выполнение всех файлов. Все, это конкретная дыра в вашем ТВ-боксе. Вот это дырявые ТВ-боксы получаются. Хорошо. Давайте, что нам ИИ пишет. Оценка потенциальной опасности. Прошивка является критически небезопасной. Сочетание Aero Secure 0, отключенного Play Protect, лишает Android каких-либо механизмов самозащиты. Это все понятно. Любое установленное приложение или удаленный атакующий может получить полный контроль над устройством root без ведома пользователя. Экспорт в Advanced CSR ключей, нетипичное поведение для чистой прошивки. Эти данные могут использоваться для клонирования легальных DRM-сертификатов. У нас нет тут легальных DRM-сертификаты, я пока вообще не понял, нафига эти ключи собирать на DRM L3. Не знаю. Анализ путей удаленного управления и скрытой установки. Remote Management, Hidden APK. Прошивка содержит готовый, задокументированный, максимально упрощенный трак для удобного скрытия контроля. Удаленный атакующий в локальной глобальной сети, сканирующая порта TCP/555, это то, о чем я вам говорил. Он может установить все, что угодно. А теперь на секундочку. А зачем в ТВ-боксе? Я все понимаю, там устанавливают магиски, там руты и все остальное. Нафига там полный набор бази-бокс, или буси-бокс, как его называют некоторые, телнеты для удаленного управления и тому подобное. А зачем это в ТВ-боксе, в кастомизированной прошивке, на которой кино смотреть? А вот даже DeepSeek. Оценка безопасности прошивки. Оценка следует считать эту прошивку потенциально небезопасной. На основании предоставленных данных прошивка имеет множество уязвимостей, включая отладочные свойства, отключенную защиту от ДБ, незащищенные сетевые соединения. Это создает потенциальную. Создается ли правдоподобный путь для удаленного управления? Да, прошивка включает настройку, отключает проверку, что позволяет устанавливать APK из источников непроверенных. Это нормально. Создается ли правдоподобный путь для использования ботнета или использования хотя прямые свидетельства тоже самое выдал. А NetNut или других ботнетах не найден. Конфигурация, позволяющая активировать ADB по CP и ADB по сети, ослабляющая правила проверки приложения, создает условия, в которых устройство может быть превращено в часть ботнета. Риски, связанные с популярностью использования Android TV и умных ТВ в ботнетах.
Все, ребят, на этом все сказано. Я вам объясню. Вы можете сами скачать прошивки того же самого Слима, разобрать, если вы в этом понимаете, и посмотреть, что же там происходит. По сути, имея компьютер, имея доступ к сети, имея такой ТВ-бокс внутри, я могу сделать из этого ТВ-бокса не просто сеть, допустим, часть сети какой-то там, рекламной или чего угодно, да, там, ну, DDoS сети. Вы можете сделать это конкретным снифером. То есть, по факту, вы можете обозначить ТВ-бокс, когда он будет кричать роутеру: эй, роутер, я компьютер для роутера, а другим устройством будет кричать: я роутер для компьютера. Ну, короче, грубо так вот, знаете, то есть это очень простыми словами. И весь трафик пойдет через ТВ-бокс, а потом будет уходить на роутер. То есть по факту. То есть такой получится сетевой роутер, и этот трафик может анализироваться и передаваться куда угодно. Мне там написали: а как же там NAT? Он так, NAT, он для внешней сети. Внутри сети вы можете все что угодно. Для русских там вообще все просто. Как взломать русских? Подсуньте им бесплатный VPN для просмотра кино, для просмотра YouTube. И он и так поставит на свой ТВ-бокс, у которого уже будет вот это все, он и так поставит вам все что угодно. Червь, снифер, все, сканер, да все что угодно. А для меня на текущий момент тема несертифицированных ТВ-боксов на сторонних прошивках закрыта. Это раз. Да, они будут в наших топах, мы будем их обозревать. Но рекомендовать сейчас установку ромоделов без закрытых дыр я не буду. Мы сначала пошли по пути того, что мы модернизировали, допустим, тот же самый Tanix TX5 Plus под Stasha TV. Не самый лучший вариант, нам пришлось вырезать все, конкретно резать. И то я не могу вырезать все, потому что ни хрена тогда не работает. То есть вот это все было создано таким образом, что ты закрываешь, получаешь все неработающее. Мы чуть-чуть ее вычистили, мы чуть ее поставили, поэтому ставите на свой страх и риск. Я сделал еще порт на Nexon X11, прошивку Слима. Именно в прошивку X11 чуть-чуть мигранул другие моменты. Но следующие прошивки мы будем делать свои. Мы будем делать блочные защиты, будем делать блочные прошивки. Имеется в виду, что человек будет получать голую модернизированную прошивку с вычищенным всем мусором базовым, с предустановленной стэшей, Стефанией, да, с предустановленными какими-то сервисами официальными и с возможностью с помощью определенных модов блочных доставлять себе различные штуки. Например, мод, там будет блок Samba сервера, да, который мы напишем сами. То есть мы сделаем отдельный блок Samba сервер. Мы не украдем у Югуса, как это было сделано. Мы не будем вытаскивать у других производителей. Нам не интересно это. Мы все моды будем делать сами. Это будет немножко дольше, немножко геморройнее, и по отладке будет тяжелее. Но если вам это интересно, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, Telegram, на наш канал и следите. Пишите, для каких ТВ-боксов будем это делать, потому что для неактуальных ТВ-боксов я это делать уже точно не буду. А так, мое резюме такое: Slimbox, он молодец, он насобирал там чего-то. Если вы думаете, что я имею что-то против Slimbox, нет. Я имею против того, что может эта прошивка сделать с моим ТВ-боксом, с моими данными. Извините меня, у меня Google аккаунт в ТВ-боксе. У меня Google аккаунт в ТВ-боксе. А теперь дальше. Если там стоит Рустор изначально, в которой, извините меня, никому не секрет, под контролем ФСБ, это 100%. Ну уж извините, если вы из Украины пытаетесь установить себе Рустор, то я думаю, что вам надо просто-напросто собрать чемодан и на вокзал куда-то ехать, хотя поезда в Россию от нас не ходят. Но я думаю, через Польшу как-то доберетесь. Мы не рекомендуем. Я очень сильно топлю сейчас за сертификаты. Извините, в сертификатах это действительно минимизировано по максимуму. Ну а с вами был Бабл. Пишите свои комментарии на канале Технозон. Пока.